День Петра Ильича всегда был строго распределен, и этот распорядок не менялся до конца его жизни. Как рассказывает Модест Ильич, его брат, Чайковский вставал между 7 и 8 часами утра. После чая он занимался английским языком или чтением. Далее у него была прогулка, длившаяся не более 45 минут. С 9:30 утра до часу дня композитор работал. Ровно в час он обедал. После обеда Чайковский шел гулять в любую погоду, ведь композитор где-то вычитал, что человеку необходимо для здоровья 2 часа ходьбы, и строго соблюдал это правило. Во время своих прогулок одиночество было для него так же необходимо, как и в часы занятий. Его потребность в уединении усиливалась тем, что даже прогулка была временем обдумывания музыкальных мыслей, обдумывания сюжета, возникновения главных музыкальных идей, записывания их в записную книжку. Все это происходило в это время. Не только люди, но даже любимая собака его стесняла. Иногда он занимался наблюдением за насекомыми, в особенности за муравьями. К 4 часам дня он возвращался домой к чаю, просматривал газеты. С 5 до 7 вечера он снова работал. Летом до ужина была еще одна прогулка, но уже в обществе друзей. Осенью и зимой же Чайковский обычно играл перед ужином на фортепиано, один или в 4 руки с гостем. После ужина до 11 часов вечера по расписанию были карты или чтение. В числе наиболее читаемых авторов были Гоголь, Толстой, Тургенев, Островский и Флабер. Таким образом, Петр Ильич работал около 8 часов в день. Сверх этого он просматривал тогдашние, как он называл их, толстые журналы: «Русский вестник», «Русскую мысль» и «Вестник Европы». Также следил за новинками французской литературы и перечитывал классиков, в том числе любимого Диккенса, причем на английском языке. Обязательно ознакомился с новыми музыкальными произведениями, присылаемыми ему рукописными, и вел тяготившую его дружескую и деловую переписку. Тяготившую потому, что отправлялось на его почту иногда до 30 писем в день. Благодаря повторяемости ежедневного распорядка он чередовал разные виды труда: чтение, сочинения, разработку набросков, знакомство с музыкальной литературой и всегда сменял труд отдыхом. Наверное, в этом и был секрет его плодотворности. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!